Привет всем свободным людям. У нас в очередной раз два диктатора показательно заключили договор, теперь между силовиками. Два батальона в помощь диктатору Лукашенко оказалось мало. Теперь договора подписаны между путинской Росгвардией в составе 340 тысяч человек и МВД Беларуси о взаимопомощи в разгонах митингов и протестующих. Давайте об этом поговорим. Привет, дорогие. В Беларуси революция победит, потому что все разговоры пропаганде о том, что все затухло и все тухнет, они разбиваются от действия диктаторов, и видно в их действиях панику. Но если в августе Путин громогласно заявляет: мы создали резерв, который в случае чего придет на помощь Лукашенко, и он там стоит уже на границах весь состоящий из головорезов, которые готовы приходить и убивать белорусов, мирных протестующих. Но они ждали радикализации, радикализация не прошла, и у них козыри выпали все. Теперь все, что они могут обвинять, это БЧБ, фашизм и тому подобное. Все, они как не пытаются радикализировать, ничего не получается, провокации как не делают. Люди монотонно, нудно долбут им в бошку и 4 месяца выходят. Да, этот процесс затянется, но диктатора шансов нет. Ну, у них паника. Что они подписали, оказывается, в ноябре и только на днях опубликовали. Договор между Министерством внутренних дел Беларуси и Российской Росгвардией. В Росгвардии уже не два резервных, там, не знаю, полка или чего взвода, а там 340 тысяч человек. И теперь, согласно договору, а он вступил с момента подписания в силу, они будут приходить друг другу на помощь, разгонять мирных протестующих, как на территории России, так и на территории Беларуси. На самом деле, это же паника, это попытка опять запугать. Я вот думал, зачем им это надо? Два резерва есть, а тут надо аж срочно 340 тысяч. Вы скажите свои мысли, а я продолжу, к чему я пришел. Оказывается, буквально на прошлой неделе одно американское аналитическое издание, которое сотрудничает с Байпул, это те ребята, которые поддерживают уволенных силовиков и которые постоянно выкладывают прослушки с камер самих силовиков, со спортзалов, где людей избивали. Вот на прошлой неделе было сильное видео, как эту молодежь лупили в спортзалах. И кто-то там говорит: да я просто вышел в магазин, или там я с техникум ушел. Все, у тебя есть ленточка белая. Это еще самые первые дни протеста, 9-10 число. Их там лупят в спортзале по ногам палками, просто ужасно. И ходят, не знаю, это не женщины, а дамы какие-то, назовем, женского пола, и все это снимают на камеру. Это, конечно, ужасно. Они так кричат. Ну, неважно. И вот они опубликовали аналитику, согласно их цифрам. Оказывается, в Минске и Минской области из силовых структур, я не помню точно по названиям, в Минске уже уволилось 18% человек, а с Минской области и там еще как-то подразделение называется, 28% силовиков ушло. То, что они своей пропаганде ездят в уши, что все там
на месте и все хорошо, и мы будем бить и убивать, и нам за это ничего не будет, внутри идут сумасшедшие брожения. Мы же это по всем прослушкам слышим. И вот эта бумага, это как раз показывает, что у Лукашенко не все так хорошо с силовыми структурами. От слова совсем все плохо. Я, например, не поверю, что белорусские силовики поедут разгонять Хабаровск, а то, что российские отморозки, которые падают в бессознательное состояние от брошенного в них пустого бумажного стаканчика и человеку дают 3 года, в это поверить могу. Я вам давно не включал. Может, вы мне поможете? Я не знаю, что это за женщина. Она очень интересно высказалась о мирных протестах и о том, почему нельзя переходить к радикальным действиям. Это то, что ждет Путина Лукашенко, однозначно. Смотрите, что она сказала. Скажем так, политических администраторов наших, для нашего политического менеджмента важно показать, что протест не результативен, что вы ничего не добьетесь. Вообще главное, чем они занимаются воспитанием выученной беспомощности. Это их основная, главная задача. Инструменты для ее достижения крайне разнообразны, между прочим. На эту цель работают самые разные, в том числе публичные спикеры. Ну, например, не только те, которые напрямую говорят, власть настолько сильна, что протест бессмысленен, но и те, которые, например, занимаются обесцениванием мирного протеста, говоря, что пока вы не сожгли ОМОНовца живьем, вы ничего не добьетесь. Чего на самом деле добиваются эти люди? Протестующие не хотят никого жечь живьем. Они не для того выходят против ОМОНовцев, чтобы самим стать ОМОНовцами. Поэтому если им сказать, что это единственный путь к успеху, то что они сделают? Перестанут выходить. Потому что этот путь для них неприемлем. Поэтому певцы революционного метода, состоящего в том, что давайте, значит, сейчас всех убьем и зарежем, все взорвем, на самом деле работают ровно на этот результат. Это не сразу очевидно, но когда вы это один раз увидите, вы уже, как это называется, не сможете это развидеть. И дальше вы начнете понимать, не хочется говорить, где эти певцы революционного насилия зарплат получают, но вы начнете понимать, каков на самом деле эффект. Ждет Лукашенко очень сильно радикализации, но ее не происходит. И они не могут предъявить всему миру, за что они бьют и убивают людей. 4 месяца, а радикализации нет. Это классно. Это войдет в историю, я уверен, мировую, такая революция. Она все равно придет к победе, и то, что 200, там сколько по статистике, никогда мирные не побеждали, значит будет 201-я, которая победит. Беларусь, все будет круто. Вы их задолбете. Ведь сейчас они, кроме запугивания, борьбы с флагами, борьбы невероятной с елками, с костюмами Деда Мороза. Вот мне интересно, как они будут бороться. Вот тут сейчас выйдет фоточка. Ведь вся Росгвардия у них машины передвижения, они же бело-красные. А еще есть очень прикольный троллинг на крайний случай, как можно вообще у них выбить все из-под ног, любую почву ради победы революции. Смотрите видео. Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Ну, у них же сейчас вся борьба с революцией превратилась в борьбу с бело-красным цветом. Мармелад производить нельзя. Мучаются, как быть с Дедом Морозом. Дойдут до того, что запретят в строительных магазинах продажу белой и красной краски. Ведь на прошлой неделе вышел сюжет, как находят на деревьях
в отдаленной там глубинке нарисован бело-красный флаг, вызывают наряд с собаками, по следу ищут, заходят в деревню там к какому-то мужчине, следственная спецгруппа, срочно, захват, нашли опасного преступника. Ну, это понятный уровень маразма, но сегодня он в Минске вообще зашкален. Компания Porsche, которая славится своими быстрыми и классными автомобилями, производит автомобили так, как считает нужным, несмотря на приходи диктаторов. И они у нее в стандартной заводской комплектации раскрашены вот примерно вот так. И вы представляете, такой автомобиль сегодня оказался в городе Минске. И так как ебатьки, они ж безнаказанные, они ж как полицаи от власти, им можно все, эти идиоты взяли и изуродовали машину, которая приехала с завода. Тут же еще неизвестно, может это был какой-то очень хороший чиновник или какой-то прикорытник, потому что машинка там стоит, наверное, под 1200. Ее разбомбили, разбили, дорисовали зеленую полоску рядом, обрисовали краской всю машину, побили фары и счастливые ушли. Честно, хотелось бы, чтобы это какого-то ебатьки машина и оказалась прикорытника. Расследование ж вестись не будет, и номера тихонько везде замазали. Поэтому вся сейчас борьба это с красно-белым цветом. И закончить я бы хотел. Самым главным, то, что уже все видели, но я думаю, в мире еще не видели, это слитым новогодним поздравлением Лукашенко, где он за 30 дней до эфира, до поздравления с 21 годом поздравляет людей. Это надо увидеть. Осталось совсем немного до нового 2021 года. Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент Республики Беларусь. Я принял решение, долго и мучительно размышляя. Сегодня, в последний день уходящего года, я ухожу в отставку. Я понял, что мне необходимо это сделать. Беларусь должна процветать с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А я, ваш покорный слуга, должен уйти на скромную должность императора Беларуси. Вот так вот. Император. Да. Еще я хотел затронуть буквально 2 слова. Я выпущу отдельный ролик. Это про пресс-конференцию маленького диктатора. Я болел 3 дня, поэтому не было у меня видео. И мне даже пришлось посмотреть, попытаться всю его пресс-конференцию. Но если еще когда-то там было интересно, то сейчас они ее сделали максимально неинтересно, и я уснул. Но меня интересовало 2 вопроса. Что он скажет про Беларусь, про Украину? А, еще было интересно про Навального очень. Расследование же железобетонное. Вся пропаганда молчала 2 дня, не знала, что там говорить. Ждали пресс-конференцию Путина. Про Беларусь. Пусть разберется совсем белорусский народ. Никто не должен вмешиваться, поэтому я даю 340 тысяч армии. Знаете, я вот иногда думаю, чтобы на самом деле не было у ебатек автоматов, танков и всего на свете в этих чернокнижниках. Вот вышли бы во всех больших городах, разделили бы по полосе, и кого больше, и кто победит. Я думаю, 1 к 100 свободные люди бы превзошли в количестве и победили бы очень легко и просто. Вопрос про Украину. Зеленский уже тоже фашист. Тут уже понятно, все, ничего не может. Все, что смогли, это обмен сделать, но при этом
У нас война гражданская, а меняемся с Путиным на его военнослужащих, наших военнослужащих. Гражданская война. С Путиным договариваемся про обмен военнопленных. И самое интересное по Навальному, ничего лучшего он не мог сказать. Это как, ну, ха-ха-ха, если бы мы хотели, мы убили. А то, что мы за ним 8 ФСБшников с медицинским образованием ездим 3 года, не пропустив из 30 поездок по стране ни одной, везде самолетом, и в том же самолете за ним летаем, и оказывается за это время 2 раза. Было сначала жене плохо Алексея, а потом Алексея его уже 2 раза травили, но не добили. И Путин говорит, ничего не знаю, а вы докажите. Ну это как с Боингом, а вы докажите. Истребитель летел, Бук был украинский, пилот испанский, еще 18 версий и исследований, почему это не мы. А здесь то же самое, мы же камеры из гостиницы забрали. Нет в гостинице камер, все стерто, неизвестно почему. Докажите, что эти люди заходили в гостиницу. Вот то, что 3 года ездят, так он агент ЦРУ, значит мы не зря ездили. Ведь такое крутое расследование провели, это ж не они, это ЦРУ. Мы всегда знали, что они за нами следят. Поэтому мы тут оправдываться не будем, расследование правдивое. Только вот, как с Немцовым. Кто ж его убивать-то будет? Зачем это надо? Мне же это не выгодно. А Немцова нет. Так и с Навальным. Они очень просто идут по трупам людей и чувствуют себя совершенно безнаказанным. А наворовали и награбили так много, что готовы купить всех налево и направо, чтобы ради них стреляли. Это самое печальное. Поэтому, если вы смогли досмотреть до конца, подписываемся. Свободных людей больше. Живи Беларусь, слава Украине и Россия без Путина. Тогда у всех будет хорошо. У всех соседей и у всех народов. Пока.